Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас несколько необычный выпуск. Судя по всему, кинопрокат понемногу начинает оживать, а значит, пришло время поговорить о самых значимых кинопремьерах следующих нескольких месяцев. Все мы, думаю, соскучились по действительно крупным блокбастерам, да еще и в кинотеатрах. Вот и узнаем, чего же ждать. А также я вам расскажу о нескольких весьма ожидаемых фильмах, которые из-за пандемии перенесли на более поздние сроки. Погнали! Одной из самых громких премьер станет, конечно же, «Довод». Высокобюджетный, сверхсекретный научно-фантастический проект Кристофера Нолана появится в мировых кинотеатрах уже 26 августа. В центре сюжета окажется новая эпоха тайного мира международного шпионажа. Главный герой – агент сверхсекретной организации, сражающийся за спасение мира. В ходе одной из миссий он сталкивается с инверсией, специальной техникой управления времени, что перевернет все его прежние представления о пространстве и времени. Инверсия. Целься и спускай курок. Ты не стреляешь, ты ловишь пулю. Ого. Друзья, ну и перед тем, как продолжить, хочу порадовать любителей отечественных фильмов. Вскоре выйдет сиквел фильма «Шугалей», не пропустите. Хорошо получилось. Я делал что-то похожее в Косово. Я хочу, чтобы народ поверил, что Шугалей засланный шпион. Мы действительно не знаем, где его сейчас держат. Я не учел того, что нашим врагам будет помогать Турция. У тебя будет встреча с важным человеком. Многострадальный кинокомикс «Новые мутанты» также увидит свет 26 августа. Напомню, в центре сюжета окажутся 5 подростков-пациентов загадочной клиники. В их число входит могущественная колдунья Мэджик, человек-оборотень Вулфсбейн, способная воплощать в жизнь чужие страхи Мираж, обладающий способностью летать пушечное ядро и выделяющий мощные потоки энергии Санспот. А наблюдает за ними доктор Сесилия Рейс, способная создавать защитные поля. Чтобы выжить, ребята должны научиться контролировать свои мутации. Роберто. Сэм. Ульяна. Дани. Рейн. Нам не выбраться из здания. Он прав, это магия! Ну а я кто? А она огонь. Еще один блуждавший по разным датам проект обрел наконец окончательную дату релиза. «Мулан» выйдет в прокат 4 сентября. Фильм расскажет о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей северным захватчикам. Когда император издает указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная, что ей предстоит прославиться как одному из величайших воинов в истории Китая. Нашим планам угрожает девчонка. Она воин. Нет! Также в сентябре увидит свет приквел популярной франшизы «Кингсман. Начало». На сей раз действие развернется во время Первой мировой войны. Главный герой фильма – Конрад, молодой и целеустремленный сын герцога, желающий помочь миру и служить на благо Англии. Заметив в сыне потенциал, герцог рассказывает Конраду о независимой шпионской организации «Кингсман», члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба. Так Конрад и оказывается втянут в тайный мир шпионов и убийц. Решим наш спор как джентльмены. В конце концов, манеры – лицо мужчины. Вот только от мальчиков всегда один беспорядок. Кинопрокат октября стартует с кинолентой «Чудо-женщина» 1984. По сюжету миллиардер Максвелл Лорд мечтает вознестись до уровня бога. При помощи специалиста по древностям Барбары Миневры Лорд надеется найти магический артефакт, способный подарить ему безграничное могущество. Очередная находка превращает Миневру в дикую и неуправляемую женщину-кошку-гепарду. Вне себя от ярости она начинает охоту за Лордом, который в свою очередь обращается за помощью к Диане, а взамен на защиту Лорд обещает воскресить Стива Тревора. Все это искусство. А это просто мусорка. Это просто мусорка, да, точно.
Экранизация романа Агаты Кристи, ключевое произведение в восточном цикле Пуаро «Смерть на Ниле», выйдет уже ближе к концу октября. На сей раз величайший бельгийский детектив вынужден расследовать смерть богатой наследницы, произошедшей на борту парохода «Карнак», идущего по Нилу. Постепенно Пуаро понимает, что убийство не единственное правонарушение, произошедшее на борту. Среди пассажиров обнаруживаются два вора, мошенник, оголтелый коммунист и даже международный террорист. Я расследовал много преступлений, но это изменило форму моей души. Я детектив Эркюль Пуаро, и я вычислю убийцу. Немногим позже дебютирует «Сольник Черной вдовы». По его сюжету после событий противостояния вновь дает о себе знать «Красная комната», программа по созданию вдов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с ошибками прошлого, а помогать ей будут сестра по «Красной комнате» Елена Белова, наставница Мелина Востоков, а также Красный Страж, советский супергерой, попытка скопировать Капитана Америку. Вместе им предстоит столкнуться с наемником Таскмастером, способным в точности повторять любое движение. Это еще кто такой? Далее по релизному графику должна выйти новая часть о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Согласно сюжету, Бонд оставил оперативную службу Ми-6 и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Однако все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Слейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Не в силах отказать, он отправляется на миссию по спасению похищенного ученого, которая оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием. Все ваши достоинства исчезнут, как только вы умрете. А я буду жить вечно. История не слишком благосклонна к тем, кто мнит себя богом. Декабрь также не будет обделен громкими премьерами, первая из которых главный герой. Это история рядового сотрудника крупного банка, ведущего скучную и размеренную жизнь. Все идет по накатанной, каждодневная рутина, как у всех, но однажды наш герой выясняет, что весь окружающий его мир – это часть огромной видеоигры, где реальные игроки могут делать все, что захотят, а он лишь программный код. При этом в каждой видеоигре есть конец, и только наш герой может спасти этот мир от окончательного уничтожения. Аптечка? Скажите, а воздух ничего не распыляли? Ну и наконец, Дюна, новая экранизация культовой книги Фрэнка Гилберта. Согласно сюжету, человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Аракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы Фремены. Но ее главная ценность – спайс, самое важное вещество во вселенной. Тот, кто контролирует Аракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует вселенную. Ну что ж, а дальше я вам расскажу о тех фильмах, премьеры которых перенесли на более поздние даты. И начнем мы, как обычно, по уже давней традиции моего канала со второй части «Аватара». До всей этой заварушки сиквел планировался на конец 2021, третья часть на конец 2022, а четвертая и пятая на конец 2024 и 2025 годов. Сейчас же новые даты выглядят таким образом. Второй фильм 2022 год, третий 2024, ну и 26 и 28 год соответственно. Напомню, что действие сиквела будет происходить спустя несколько лет после событий оригинала, а у главных героев Джейка и Нейтири появятся дети. Вместе они будут вынуждены покинуть родной дом и отправиться исследовать разные уголки Пандоры.
9-ю часть мегапопулярной франшизы «Форсаж» также перенесли на целый год вперед. Изначальной датой премьеры фильма числился май 2020, теперь же это апрель 2021. Напомню, по сюжету новой части Доминик Торетто живет мирной жизнью вместе со своей супругой Лети. Однако эта гармония нарушается, когда кибертеррористка Сайфер решает отомстить Доминику за все свои провалы, и для этого заручается поддержкой профессионального наемника Джейкоба, младшего брата Доминика. Офигеть! Перенесли и вторую часть Венома «Да будет Карнаж». Вместо октября 2020 картина увидит свет в июне 2021. Второй фильм покажет противостояние Венома с серийным убийцем Клетусом Кэссиди в исполнении Вуди Харрельсона. Объединившись с другим симбиотом, одним из отпрысков Венома, Кэссиди из обычного маньяка превращается в кровожадного монстра Карнажа, чья главная цель – убивать. При помощи безумной суперзлодейки Виск в исполнении Наоми Харрис Кэссиди планирует устроить в городе масштабную резню. Я отсюда выберусь, не сомневайся. И сразу устрою бойню. Премьеру сиквела нашумевшей в свое время картины «Тихое место» также перенесли. Лента ожидалась в кинотеатрах 6 сентября 2020, теперь же датой премьеры числится апрель 2021. По сюжету второй части семья Эббот продолжит бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность, где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, далеко не единственные враги. Куда все бегут? В конце июля 2020 должен был состояться релиз Морбиуса, еще одного фильма во вселенной Венома, однако его сместили на март 2021. Согласно сюжету, с детства, страдая от редкого заболевания крови, Майкл Морбиус решается на рискованный эксперимент с кровью летучих мышей, в результате которого превращается в кровожадного монстра. Главным злодеем картины станет Локсиас Краун в исполнении Мэтта Смита, древнее существо, стараниями которого Морбиус превращается в вампира. Также, если верить слухам, действие фильма развернется в киновселенной Марвел. По ходу сюжета Морбиус попадает в тюрьму, где встречается с Эдрианом Тумсом. Тот предложит ему вступить в новую команду, намек на зловещую шестерку. В картине также будет несколько изображений с Человеком-пауком Тома Холланда. «4 сентября должна была состояться премьера фильма по мотивам видеоигры «Охотник на монстров», однако ленту перенесли на апрель 2021. Согласно сюжету, лейтенант Артемис в исполнении Милы Йовович вместе с солдатами элитного подразделения попадает в параллельный мир, где обитают монстры. Закаленные бойцы, воевавшие в самых горячих точках планеты, вынуждены использовать все свои навыки, чтобы выжить. А поможет им в этом загадочный охотник в исполнении Тони Джа, который как никто умеет убивать монстров. У Годзиллы против Конга также нелегкая судьба. Сперва фильм сместили на ноябрь 2020, а теперь и вовсе перенесли на май 2021. Согласно официальному синопсису, именно человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация Монарх, отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но кроме Монарха есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, и плохих, и хороших.
На год позже выйдет еще один примечательный блокбастер «Круиз по джунглям», который расскажет об отважной исследовательнице дикой природы Лили Хоутон. В сопровождении своего брата и безбашенного капитана круизного парохода Фрэнка она отправляется в верховье Амазонки, чтобы найти легендарное древо жизни. Путников будут подстерегать не только смертельно опасные представители флоры и фауны, а также ловушки, подстроенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже сверхъестественное. Держись! Зацепился? Сейчас! Ну уже! Зацепился! Отцепился! Нет, Отцепился! хватит, оставь меня в покое, это какой-то кошмар! Вышло слегка не по плану. Продолжение культового фильма 1986 года «Топ Ган Мэверик» перенесли с октября 2020 на июль 2021. В продолжении Том Круз вновь сыграет летчика-аса по прозвищу Мэверик, который оставил высокоскоростные полеты и теперь работает инструктором, обучая молодых пилотов. Вновь сесть за штурвал истребителя его заставляют эксперименты чиновников, решивших заменить живых пилотов на высокотехнологичные дроны. В июле ожидались и новые охотники за привидениями, но теперь картина увидит свет в марте месяца 2021. Согласно сюжету, мать-одиночка с 2 детьми селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Экта-1, принадлежащий знаменитым охотникам за привидениями. В итоге семья сталкивается с паранормальными явлениями и их виновниками, призраками, о которых никто не слышал уже 30 лет. Тут сиденье для стрелка! Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось видео. Ставьте лайки, подписывайтесь, будем вместе изучать удивительный мир кино. Всего доброго!